Apple дошли до того, что забанили даже Валю Вилсакома. Они забанили Стаса Ай как просто. Такие новости немного шокируют. И Джонни Айв, главный ведущий дизайнер Apple, ушел из компании. А сегодня мы поговорим с вами про новый iPhone 11, про новый iPhone 11 Pro и про новый iPhone 11 Pro Max. Главное, поговорим сегодня про новые айфоны. И, в принципе, это будет видео не про преимущества новых айфонов, не про их какие-то супер новые функции. Будут у меня нарекания на дизайн в этом видео. Однако я проговорю про те недостатки, которые больше всего бросаются в глаза, про те недостатки, которые меня не устраивают в новых айфонах, и почему же мне не особо хочется покупать новый iPhone для себя, вот чего мне вот лично очень сильно не хватает. Вот про это я сегодня поговорю в этом видео. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть. Досмотрите это видео до конца, оставляйте свои комменты, поставьте лайк или дизлайк, если вам видео не понравилось. Приятного вам просмотра. Главное, что в любом обзоре не забыть включить микрофон. А так как микрофон у меня включается отдельно от камеры, я иногда забываю его включать. В этот раз я тоже подзабыл. Блин. Apple. Классное название вы придумали, реально классно. За название ругать нет никакого желания. За что же мне хотелось бы поругать компанию Apple? За что же мне бы хотелось бы вас поругать? Ну, во-первых, начнем с минусов, как вы уже поняли. iPhone 11 обычный, не Pro, версии они не положили внутрь. Apple, почему вы не положили внутрь быструю зарядку? Она же стоит совсем недорого, что сложно было в телефон. Стоимостью практически $1000, а в России он, напоминаю, будет стоить практически около $1000. Положить быструю зарядку в комплект. Но нет, вы говорите, если вам нужна быстрая зарядка, купите ее себе отдельно. Ну окей, ладно. Но почему вы не положили переходник для наушников в комплект? Это остается второй загадкой новых айфонов. Потому что подключить к айфону какие-нибудь свои хорошие наушники с разъемом 3,5 мм, не беспроводные. Конечно, многие из вас уже пользуются беспроводными наушниками. У меня тоже несколько наушников есть в комплекте уже беспроводных. И это да, это удобно, они действительно хорошо звучат. Но для обладателей хороших наушников, для тех людей, которые с айфона хотят послушать музыку на своем хай-фай или хай-энд музыкальном оборудовании дома, почему вы не положили переходник в комплект с новыми айфонами? Вы чё? Ребята, это же копейки стоит, почему бы не положить переходник? Это вторая претензия к новому iPhone. И чтобы меня не обвиняли в том, что типа ты расскажешь про айфоны, у тебя совершенно нет айфонов, у меня есть айфоны. Вот, например, 8 Plus, да? Есть также iPhone 10 у родственников. Я сам айфонами сейчас не пользуюсь уже давно. Раньше я пользовался долгое время iPod Touch, я использовал для того, чтобы слушать с него музыку. Но он у меня тоже лежал, пылился, в итоге iPod Touch продал. Были еще совсем старенькие айфоны, которые у них из первых поколений, когда еще Стив Джобс был живой. Вот там, да, там телефоны производили революцию, айфоны действительно выпускались классными. В них было что-то новое, что-то было необычное, что-то было на каждой презентации, что-то было реально революционное. Ты ждал каких-то открытий, каких-то событий, что-то действительно классного от айфонов. А сейчас, ну что, они просто потихонечку эволюционируют, но не революционируют при этом, понимаете? И когда в телефоне, например, как вот этот вот 8 Plus, да, вот, или как в новых iPhone 11 Pro, когда в этих телефонах хотя бы даже в Pro версии нету поддержки маленькой карты памяти, ну Apple, ну почему? Вы выпускаете новый iPhone стоимостью $1500, а в России он что-то там около 100 000 рублей новый iPhone 11 Pro будет стоить. Почему вы хотя бы в Pro версию вашего iPhone не добавите поддержку карты памяти? Почему? Это же легко в принципе сделать. Почему у вас нету поддержки банальной карты памяти? Вы позиционируете новые iPhone 11 Pro, 11 Pro Max как телефоны для тех, кто любит снимать видео, как и для тех людей, которые будут на этих телефонах делать видеомонтаж. Но, вы при этом не добавляете поддержку карты памяти, телефона выпускаете в базовой комплектации от 64 гигабайт памяти в телефоне. 64 гигабайта для 4К контента, это вообще как кот наплакал, вы понимаете, это
это вообще-то, ну, это очень мало, потому что часть этой памяти будет сам телефон отжирать. Видео мы сможете максимум, ну, может быть, полчаса туда запилить на телефон, понимаете? И сделать с этого видео какой-то годный монтаж с телефона, если вы будете действительно это делать. Ну, понятно, но 128 гигабайт версия еще более-менее для айфона. Но нужно было начинать за эту $1000, да, там сколько он там стоит, новый 11 Pro. Нужно было туда 128 гигабайт минимум памяти ставить, потому что 64 это кот наплакал, и вы ее никак не расширите, потому что, извините, поддержку карт памяти мы в очередной раз вам не завезли. Я вот думаю, они когда-нибудь в Apple прощухают и сделают, знаете, и введут поддержку карт памяти в новых телефонах и сделают... Мы сделали, типа, супер инновацию. Мы сделали поддержку карт памяти для наших телефонов. Покупайте наши новые телефоны, теперь вы сможете засунуть свою карту памяти и расширить память наших телефонов. Они когда-нибудь это сделают как вот супер инновацию. Вот, поверьте моим словам, когда-нибудь это точно будет, они наконец-то допетрят, понимаете, добавят карту памяти в телефоны свои. Но почему они сейчас в Pro-версии телефонов это не сделали, для меня остается супер загадкой. Не добавить возможность ее расширить для видеокреатора, для видеомейкера, для людей, которые будут снимать что-то на ваших телефонах в 4К разрешении, ну, это, по крайней мере, еще и 60 кадров, 4К и 60 кадров. Это, ну, вы понимаете, сколько это будет жрать все. А жрать такой формат видео будет очень много памяти у телефона, и для видео это как бы мало годится, ну, по крайней мере, базовая 64 гигабайтная версия для этого мало годится. Для этого нужно уже 128 гигабайт версию брать, она еще дороже. Еще там добавляйте сразу плюс $300 к цене сразу телефона. То есть такой вот конский ценник получается. Вот для сравнения, да, вот это не реклама, нифига, потому что вы видели, айфон у меня есть, и пользуюсь я айфонами периодически. Samsung S10, Galaxy S10 Plus. Да, телефон не без недостатков. Да, тут есть свои нюансы, но при прочем равных в Galaxy S10, во-первых, есть сканер отпечатка пальцев, которого нет в айфоне, а в экраны айфоны могут это спокойно засунуть, потому что они экраны у Samsung покупают, и там есть такая поддержка. Есть в этих экранах поддержка сканера отпечатков пальцев. И они тоже могут в айфоне уже давно запилить сканер отпечатка пальцев прямо в экране. Почему, Apple, почему вы это не делаете? Опять же, почему вы не добавляете сканер отпечатка пальцев в экран? Это же было бы тупо удобно. Чтобы не по лицу разблокировался, чтобы можно было отпечатком пальцев разблокировать. Как у вас были раньше инновации. Вы же ставили на свои телефоны сканер отпечатков пальцев, который очень классно работал. Почему вы не сделаете это прямо в экране? Опять же, в новых айфонах они сделали эту здоровую монобровь снова. Оставили ее в 11 Pro и в 11... Ну ладно, в 11 айфоне оставили, ладно. Но зачем вы ее оставили в 11 Pro? Можно же было экран AMOLED-овский поставить лучше, более гораздо, с камеркой с одной сверху, например. Делайте, оставляйте эту здоровую монобровь. То есть, ну, по крайней мере, экран они могли точно лучше доставить уже в этом поколении телефонов. Уже есть экраны, в которых либо выдвижная камера делается, это тоже вполне удобно, в принципе, это уже показала практика. Либо, когда, знаете, остается маленький такой, тут тоже в S10 камеры так вот, 2 штуки сделаны. Кривовато, скажем так, не так, как обычно делается. Но здесь, по крайней мере, не монобровь. И эти маленькие камеры тоже вы здесь достают. Но меня они не напрягают, но некоторых людей напрягают, да? Но в новых тут просто маленькая капелька. То есть идет полноценный большой экран в новых телефонах, и камера просто капелька сделана. Почему в айфонах это нельзя было сделать? Зачем это огромная монобровь? Зачем ее до сих пор оставляют? Элемент дизайна, элемент декора, или чтобы над вами посмеялись как-то? Не, я понимаю, что пользователи Apple, да, к этому привыкают, к этой моноброви, и она вас тоже не напрягает, как и здесь вот эти вот камеры, да. Но можно же сделать все более современно, как другие разработчики, другие производители телефонов. Они стараются в свои телефоны воткнуть какие-то супер инновации, сделать их лучше. Но Apple пофиг, он как были экраны, они примерно такими же экраны остались. Монобровь как была, она также осталась. Как не было поддержки карт памяти, и до сих пор нету поддержки карт памяти, они ее не вводят. Ну да, типа они сделали сейчас лучшую водозащиту, но у Samsung и Galaxy лучшая водозащита уже, ну не знаю, года 4 или 5 гораздо лучше водозащита у Samsung была. И почему я пользуюсь сейчас телефонами Samsung? Потому что они тупо получше для меня, как для видеомейкера. Буду ли я для себя брать iPhone 11 Pro? Но скажу я вам так, интересный аппарат, безумно дорогой аппарат. И было бы даже интересно его взять бы протестировать именно на предмет видеосъемки, потому что, судя по слухам, видеосъемка и фотосъемка должна быть на нем шикарная. А я как инстаграмщик, как ютубер, мне, конечно, было бы интересно этот аппарат протестировать, бесспорно. Но, как для меня, это большие недостатки айфонов до сих пор, я повторюсь. Это отсутствие поддержки карт памяти, это как первый недостаток. Второй недостаток — монобровь, ну это такое, но любители, я думаю, я бы к этому привык бы.
Нету сканера отпечатки пальцев, вообще нету сканера никакого отпечатка пальцев. Могли бы в экран всунуть, и было бы вполне годно. И вы как-то думаете, что в Apple не могут услышать своих пользователей, типа они нас не слышат, когда мы что-то просим, типа положите быстрый зарядник в комплект с телефоном. В Apple нас слышат, они нас прекрасно всех слышат. Они смотрят все обзоры на свои телефоны, они прекрасно слышат, что люди просят добавить быструю зарядку в комплект с телефоном, и они ее добавили к iPhone 11 Pro. В этом году они наконец-то добавили быструю зарядку, положили к iPhone 11 Pro. Но в обычном iPhone 11 фиг вам, а не зарядка, понимаете? Фиг вам. Они не положили быструю зарядку. Хотите быструю зарядку? С телефона за $1000 докупите ее, а так заряжайте свой телефон там всю ночь или заряжайте свой телефон в 3 раза дольше, чем вы бы заряжали с быстрой зарядкой. Ну, вот такое отношение у Apple к нам, к пользователям. Еще хотел бы добавить, именно в этом году в основном все техноканалы, которые стримили трансляцию Apple по выходу новых айфонов в этом году, получили баны на свои каналы за то, что они рестримили эту трансляцию, на русском языке переводили. Где-то в 2018 году я тоже пробовал рестримить трансляцию Apple и тоже получил бан на свой канал, после чего я не мог стримить 3 месяца. Еле оспорил этот страйк, еле у меня его убрали, но, мне пришлось пережить достаточно много. А в этом году Apple дошли до того, что забанили даже Валю Вилсакома, они забанили Стаса Ай как просто за то, что он ретранслировал эту трансляцию. Все каналы, которые транслировали трансляцию Apple по выходу новых айфонов, айпада и часов, они и забанили. Вот что такое Apple. Ну зачем банить каналы, которые переводят, которые рассказывают про вашу продукцию? Это какая-никакая реклама все-таки идет, как бы там ни было. Ну даже Вилсакому забанят, но это странно, во всяком случае, со стороны Apple. И не исключено, что я зря сейчас бомблю, возможно, они все-таки даже и добавят поддержку карты памяти в свои телефоны. Вот знаете, как только Apple добавит поддержку карт памяти в телефоны, уже будет полный смысл, по крайней мере для меня, приобрести себе iPhone. В общем, вот такая вот острая тема для разговора у нас сегодня получилась вечером. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии, ребят, что вы думаете про новые айфоны, про iPhone 11, про iPhone 11 Pro, про iPhone 11 Pro Max. Будете ли вы покупать себе новый iPhone?